Так уж сложилось, что мое знакомство с видеоиграми началось не со Спектрума, а с нелюбимой многими спектрумистами приставки под названием Dendy, а точнее именно с такой вот лифы. Потом в мою жизнь, конечно, ворвался Spectrum и привнес в нее совершенно новый игровой, да и не только экспириенс, но тем не менее моей первой любовью была именно Dendy, и тут уж ничего не поделаешь. Так вот, когда у меня появился Spectrum, то наиболее всего поражала именно разница в том игровом опыте, который после Dendy я получал на спеке. И нет, дело даже не в том, что игры выглядели хуже, хотя по большей части так-то оно и было, но все-таки дело было не в этом. Поражала именно разница в подходе к играм, в особенностях графики и звука, да и сами игры в основном были другие. Это ощущалось так, как будто это были две абсолютно разные параллельные вселенные, которые не пересекаются. И вот сегодня я и хочу поговорить с вами о том, что же именно меня больше всего удивляло и даже поражало в Спектруме после того, как в моей жизни появился 48-килобайтный Ленинград и стопка кассет от студии Atasoft. Итак, первое, что обращало на себя внимание, так это библиотека игр, которая сильно отличалась от того, что было на 8-битке. Замечу, что, используя термин 8-битка, я имею в виду, конечно же, именно Dendy. Так вот, некоторые тайтлы, знакомые мне по Dendy, присутствовали и на кассетах, которые мне достались вместе с Ленинградом. Но, тем не менее, даже среди того довольно-таки скудного набора игр, который у меня имелся, была просто куча игрушек, чьи названия мне были совершенно незнакомы. Но давайте в порядке очереди. Как я уже и сказал, на спеке были и знакомые мне игры. Из таких навскидку могу вспомнить, к примеру, «Вторых черепах», в которой я до того уже играл на Dendy. Да, я неоднократно упоминал эту игру, но данный пример это первый и, пожалуй, самый яркий пример, который приходит мне на ум в данной связи. И хотя эти черепахи и выглядели и звучали явно хуже, чем то, что было на Dendy, но, не знаю, все равно играть в них на спеке мне было интересно. Скорее всего, именно потому, что они сильно отличались от того, что было на приставке. Монохромная графика выглядела непривычно, но чем-то даже притягивала. Я тут, пожалуй, проакцентирую слово «монохромное», так как хотя у меня в то время и не было никакого цветного телевизора, и я играл в игры только в черно-белой, так сказать, палитре и на Dendy, и на Спектруме, но тем не менее, спектрумовская черно-белая графика это была сильно другая черно-белая графика, чем та, которая была на Dendy. Просто дело в том, что если на картинке много цветов, то на черно-белом ТВ они отражаются как разные оттенки серого, и это все равно выглядит совершенно иначе, чем монохром, где картинка изначально выглядит так, как будто кто-то взял черный карандаш и нарисовал им игру на бумаге. В этой связи мне сразу же вспоминается Робокоп. Да, я говорил о спектрумовском Робокопе уже много-много-много раз, но тем не менее, это первое, что приходит на ум и первое, что вспоминается в данной связи с тех времен. И я даже не знаю почему, так как монохромных игр мне попадалось довольно-таки много. Но вот именно графика Робокопа оказалась тогда нарисованной прям карандашом на бумаге. Конкретно вот эти вот места выглядели стремновато. Хотя по большому счету, в общем, графика в Робокопе очень даже неплоха. Короче говоря, даже несмотря на мои черно-белые советские гробы-телевизоры, монохром в спектрумовской графике сильно удивлял, так как такого на Dendy уж точно не было. Да и не могло быть, наверное, просто потому, что для этого не было никаких причин. Ну и, конечно, после Dendy мне сильно бросалась в глаза пиксельность спектрумовской картинки. Хотя, конечно, такого слова, как пиксель, я тогда не знал и в помине, и дефиниция того, что я видел на экране, в моей голове звучала как-то типа Dendy показывает гладко, а Spectrum квадратиками. И хотя разрешение Спектрума и не сильно ниже разрешения Famicom, но тем не менее вот тот фактор, что на Dendy было больше цветов и сама консоль
Пардон, приставка, да, именно приставка. Так вот, эти самые приставки подключались к ТВ в лучшем случае по композиту, а чаще вообще через антенный вход. Как, конечно же, было и в моем случае, так как никаких тюльпанов на моем средневековом телевизоре, конечно же, не было и в помине. Короче говоря, так как на Денди цветов было больше, а метод подключения приставки выдавал картинку хуже качеством, чем мой ленинградский Спектрум, то мне сильно бросалось в глаза, что на Денди кавычки открываются, картинка сплошная, кавычки закрываются, а на Спектруме, кавычки опять открываются, все сделано из квадратиков. Да, в этом плане у нас все обстояло иначе, чем у владельцев оригиналов, так как советские спеки подключались к телевизору в основной своей массе по RGB, что, конечно же, добавляло нам гемора, но зато RGB выдавал гораздо лучшую картинку, чем та, которую могли выдавать первые оригинальные Спектрумы. И хотя в моем случае Ленинград был подпаян к плате телевизора, видимо, не совсем корректно, так как на некоторых цветах картинку начинала жестко так колбасить, тем не менее, в общем, изображение было сильно четче, чем на Денди. И я уж не знаю почему, но вот этот, казалось бы, не самый ключевой момент, почему-то меня сильно удивлял, и спектрумовское изображение в кавычках из квадратиков было тогда для меня одним из главных отличий между 8-биткой и Спектрумом. Хотя ведь по большому счету в картинке этих устройств были и гораздо более существенные и важные отличия. Например, тот же бордер или клэшинг. Но нет, почему-то меня это не сильно впечатляло. Ну да, на Спектруме была, как я тогда говорил, рамка вокруг картинки, но меня это как-то не удивляло, и на такую особенность изображения мне было по большому счету все равно. То же самое можно сказать и о клэшинге. Да, я видел, что персонажи сливаются с графикой, видел, что они принимают цвет заднего фона или наоборот, сами перекрашивают его, но опять же меня это удивляло не сильно, так как на первых порах я не знал природы этого явления, да и в принципе по большому счету на черно-белом ТВ клэшинг заметен не столь сильно, и хотя я и видел эту особенность спектрумовского изображения, но не понимал до конца, что же происходит в этом плане на экране и чем это обусловлено. И меня это как-то, в принципе, не особо заботило или интересовало. Да, иногда персонаж сливается с фоном, ну да и ладно. А вот познакоместный же скроллинг на Спектруме меня тогда сильно интересовал и удивлял. Хотя, пожалуй, и не только познакоместный, а скроллинг в принципе. Даже если игра на спеке и скроллилась попиксельно, тем не менее, зачастую ощущалось это совершенно как-то иначе, чем на Денди. Естественно, тогда я не знал ни слова познакоместный, ни слова попиксельный, да и словом скроллинг, в принципе, я, конечно же, в то время не оперировал. Но, тем не менее, даже если вот определенные дефиниции и были мне незнакомы, то скроллинг в играх таки был, как ни крути. И, как я уже и сказал, ощущался он сильно по-разному. Так вот, одной из самых играбельных и самых, так сказать, играемых мною и понятных тогда спектрумовских игр была Astra Marine Co., в которой скроллинг реализован познакоместно. Да, там еще и квадратные пули обращали на себя внимание, но сейчас не об этом. Из-за нехватки дефиниции, то, что я видел в игре Astra Marine Co. в плане скроллинга, я называл таким термином, как дерганный экран. И, к слову, нужно сказать, что данное определение появилось у меня в лексиконе только с появлением Спектрума, так как на Денди, как вы понимаете, такой проблемы не было в принципе. Так вот, дерганный экран или познакоместный скроллинг после Денди сильно обращал на себя внимание и совершенно точно мне не нравился. Хотя, естественно, природы данного явления я, конечно же, не понимал. Ну да ладно, кроме игр с так называемым дерганым экраном, были и игры, где экран прокручивался вроде бы и не дергано, но все равно, когда персонаж шел, все было каким-то размазанным. Выражаясь нормальным языком, это были игры с попиксельным скроллингом, но не сильно высокой частотой кадров, что приводило к тому, что скроллящийся фон был смазан и несколько как бы давил на глаза. И вот опять же, такого эффекта на Денди я не встречал никогда, что опять же вполне естественно, так как на NES скроллинг был аппаратный, и даже если игра и дико тормозила, как та же, к примеру, Contra Force,
Тем не менее, тормозила она, пардон за оксюморон, как-то гладко, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Давайте для примера опять возьмем тот же вышеупомянутый и всем, наверное, надоевший уже Робокоп. Это как раз и есть именно такая вот история. Хотя ради справедливости нужно заметить, что на Спектруме есть и игры, где все в порядке и со скроллингом, и с FPS. Навскидку из таких игр могу припомнить Кобру, где реализовано все невероятно круто, но тем не менее в мелочах это все равно ощущается не так, как аппаратный скроллинг Фамикома. Да и не попадалась мне тогда эта самая Кобра или ей подобные, если таковые, конечно, имеются. А вот игры с переключающимися экранами, игры типа Дизи, то есть игры, где скроллинга как такового не было в принципе, воспринимались вполне себе естественно. Ну ладно, давайте вернемся к игровым тайтлам. Как я и говорил ранее, на Спектруме были и знакомые мне игры, в которые я до этого играл на своей Лифе, но которые выглядели и ощущались несколько иначе, чем на Денди. Таких игр было немного, и в данной связи я могу припомнить, пожалуй, только вышеупомянутых вторых черепах. Насчет первых я не уверен и не помню, играл ли я в Денди версию до или после знакомства со спектрумовским вариантом. И еще могу припомнить зеленые береты или Russian Attack, которую я до этого на Денди даже проходил. Во как. На Спектруме я ее так вроде бы и не одолел, кстати. По-моему, она была какой-то уж очень адовой. Хотя и на Денди вариант тоже, насколько я помню, простым назвать было нельзя от слова совсем. И на этом, пожалуй, и все. Да, больше одинаковых игр, которые были и там, мне в то время, пожалуй, наверное, и не попадалось. Тот же Робокоп, это была совершенно другая игра, не такая, как была на Денди. Хотя, конечно, если не привязываться конкретно ко мне, то таких игрушек существует просто дофига и больше, но это уже не моя история. Забавная, кстати, ситуация была у меня со спектрумовской версией Golden Axe. До того, как она мне попалась, я уже довольно много поиграл на Денди в так называемый Golden Axe 4, который по факту, как вы, наверное, знаете, Golden Axe не являлся в принципе, а был совершенно другой игрой, которую китайцы с легкой руки окрестили Golden Axe 4. Так вот, играя в спектрумовскую версию первого Golden Axe, я удивлялся надписи Sega на загрузочном экране и не понимал, что она вообще там делает, так как каждый тогда, конечно же, знал, что слово Sega — это название 16-битной приставки. Да, именно так, не компании, а приставки, так мы тогда думали. Ну а сама игра тоже казалась довольно-таки странной, так как лично я ожидал увидеть там привычных персонажей из дендевского Golden Axe 4, а встретил каких-то совершенно незнакомых мне героев. Короче, это был какой-то неправильный и не настоящий Golden Axe. Ну ладно. Большую часть спектрумовских игр, которые мне попадались, составляли тайтлы, совершенно незнакомые ни мне, ни моим друзьям. Ведь все мы тогда играли примерно в одно и то же, а Spectrum же давал доступ к совершенно иной библиотеке, которой на NES не было. Ну или, по крайней мере, не было у нас, то бишь на Денди. Да, часто спектрумовские игрушки были очень сильно урезанными или тормознутыми вариантами игр с каких-то более продвинутых платформ, но тем не менее это был совершенно другой игровой опыт, который позволял познакомиться с играми платформ, которых у нас не было и быть, наверное, и не могло. В общем, основная и подавляющая масса игр, в которые я играл на Спектруме, не имела дендевских аналогов. И вот вы представляете, как это ощущалось. Все твои знакомые варятся в своем котле, обмениваются всякими пауэрблейдами, ниндзями рюкины-дыны и прочими черными плащами, а ты играешь, например, Velvet Warrior, Soldier of Fortune, Буратино и целую кучу игр, о которых никто из твоих знакомых никогда даже и не слышал. Отдельным тут вниманием, кстати, я бы отметил серию игр про Дизи. Фишка в том, что даже при моей полной ZX-изоляции было вполне очевидно, что игры про Яйка очень сильно популярны на спеке, так как они присутствовали тупо на каждой второй кассете, и у меня были даже целые сборники, состоящие чисто из игр про Дизи. Так вот, в то время я задавался вопросом, почему же на Спектруме Дизи так популярен, а на Денди о нем никто даже не слышал.
Да-да, сейчас мы знаем, что дизики были на NES и даже на Денди китайцы нам его завозили, и не совсем даже редко, но вот как-то так получалось, что в 90-х он мне не попадался вообще на приставке, да и в принципе я никогда не видел его в продаже, и у моих знакомых его тоже не было. Еще одна штука, которая прям сильно удивляла, это язык. Как и любой другой игрок в Денди, я был привычен в играх к двум языкам – к английскому и к китайскому. Хотя, конечно же, в большинстве случаев это был никакой не китайский, а именно японский, но в то время все иероглифы автоматически относились мной к разряду китайских. Ну да пофиг. Иероглифы так иероглифы. Короче, все игры на Денди были либо на английском, либо, скажем так, на иероглифах. Было еще, говорят, несколько игр на русском, но я их никогда не видел и не встречал. В общем, когда я увидел в играх испанский язык, у меня просто челюсть отпала, настолько это было непривычно. К слову, если сейчас подумать, то я понятия даже не имею, как я понял, что это был именно испанский. Хз, но как-то таки понял, так как, насколько я помню, я всегда четко знал, что это именно испанский. Так вот, это была прям крайне непривычная и удивительная фишка, и я всегда задумывался, а почему так? Почему на 8-битке я не видел вообще ни одной игры на испанском, а тут их целая россыпи? Но, естественно, в рамках имеющейся на то время информации я, конечно же, ответить на этот вопрос не мог никак. И вот конкретно в данной связи и в контексте данного видео в целом, мне почему-то больше всего вспоминается такая игра, как «Измерение Омега» или «Омега Dimension», которая была одной из моих самых первых игр на Спектруме в принципе, и она произвела на меня тогда максимально сильное впечатление в плане ее разительного и радикального отличия от того, что я видел на Денди. Наверное, даже можно сказать, что она именно и запомнилась мне по большому счету только лишь потому, что она сильно отличалась от того, что я видел на 8-битке. Сама по себе игра «Измерение Омега» довольно-таки специфическая, и ее с трудом можно назвать играбельной, что в принципе довольно часто можно сказать об испанских играх, но сейчас не об этом. Dimension Omega была прям сплошным средоточием и концентрацией вот всего того, что отличало Spectrum от Dendy, прям во всем. Вот посмотрите хотя бы на эту заставку и представьте, что вы видите ее в середине 90-х и что до этого из игр вы видели только Dendy. Во-первых, сразу же бросается в глаза общий стиль картинки, который радикально отличается от стиля дендевских заставок, ну и само содержание тоже выглядело весьма и весьма необычно. Во всяком случае, на Денди мне не попадались как-то заставки с девушками в купальниках. Да и в принципе вот вся эта игра была просто набором того, что было не так, как на Денди. В этом плане она, пожалуй, имела тупо все, что только было возможно. И испанский язык, и монохромную графику, и тормознутость, и прочие прелести Спектрума, и испанского геймдева в частности. Ну ладно, еще в контексте данного видео нельзя, конечно, не упомянуть, как же после Денди спектрумовские игры игрались и ощущались в плане управления. В общем, несмотря на то, что ранее я не играл в игры каким-то иным способом, кроме использования такого вот джойстика, да-да, прям вот конкретно именно такого. Так вот, несмотря на то, что до этого я играл только с помощью дендевского геймпада, ощущения от игры на клавиатуре какого-то особого прям впечатления на меня тогда не произвели совершенно, и то же самое я могу сказать и о спектрумовском именно джойстике, то бишь палке. Вот реально, все это как-то совершенно меня не удивило и какого-то вау-эффекта не было. Я вот лишь совершенно четко тогда осознал, что дендевский геймпад это штука намного более удобная, чем традиционная спектрумовская палка, и в принципе я твердо убежден в этом и сейчас, и совершенно не понимаю, какие могут быть причины в игре на стике сегодня, кроме каких-то ностальгических побуждений. Короче, физические элементы, скажем так, управления в играх на Спектруме меня в то время особо не удивили. Ну что ж, и, наверное, остался последний пункт, который сильно отличался на Денди и на Спектруме, и который мы с вами сейчас и рассмотрим. Конечно же, я говорю о звуке. Звуковое оформление в играх всегда играло для меня большую роль, и в принципе на Денди с этим все было хорошо. Да, разумеется, в 8-биточных играх было валом музыки, скажем мягко, самого разного качества, но по большому счету какая-то музыка в игре была
практически всегда, ну а во многих играх на Денди она была и вовсе просто великолепна. Так я считал тогда и также считаю по большому счету и сейчас. Ну а на Спектруме, естественно, все было совершенно иначе, но наиболее всего в глаза, а вернее в уши, бросалось то, что в спектрумовских играх, за редким, пожалуй, исключением, отсутствует внутриигровая музыка. И это воспринималось тогда даже не то чтобы как-то плохо, хотя нет, в общем, наверное, все-таки плохо, и отсутствие музыки у меня радости совершенно точно не вызывало, но тем не менее, прям какого-то вот негатива у меня по данному поводу не было, и тишина в играх для меня была частью особенной, совершенно отличной от Денди атмосферы. Да, на Дендюхе, конечно же, тоже имелись игры без музыки, но это были скорее исключения из правил, а подавляющее же большинство игр, в которые я играл, имели просто шикарное музыкальное оформление. Ну а на Спектруме у меня тогда была вроде бы только лишь одна игра с внутриигровой музыкой, да и в принципе сейчас я вот навскидку не могу вспомнить какой-то другой игры с биперным внутриигровым музоном. Это была игра «3 недели в раю». Поделитесь в комментах, если кто вспомнит еще что-то. Я уверен, что такие игры есть, но их очень немного, и я вот вспомнить сейчас не могу к своему стыду ни одной. Так что черканите, плиз, если знаете вот что-то такое. Короче, у меня была только одна игра с внутриигровой музыкой, которая называлась Three Weeks in Paradise, и что можно сказать об этой музыке? Обнять и плакать. Но продолжим. Сейчас мы, естественно, понимаем причину такого положения дел, но тогда я, конечно же, ничего не знал о возможностях спектрума, процессорном времени и всяком таком, но почему в играх не было музыки, мне было вот реально интересно, и в итоге я пришел для себя к такому выводу, что Спектрум просто не тянет музыку в игре. И вывод этот был совершенно вот правильный, хотя я и не знал тогда технических подробностей. И да, я, конечно же, читал в книгах, что есть 128-й Спектрум с музыкальным чипом и все такое, но, как понимаете, такого чуда у меня, к сожалению, не было. В общем, в моем случае в играх была тишина, и это сильно отличалось от того, что в данном плане было на Денди. Это было вот прям реально необычно. Ну а что же касается самого моего впечатления от биперной музыки и того, как она воспринималась, то опять же, да, она удивляла, она звучала совершенно не так, как на Денди. Да, чувствовалось, что она сильно примитивнее, но тем не менее, мне вот нравилось, как звучит бипер. Мало того, что однобитный звук был некой экзотикой, но и в принципе вот бипер звучал интересно. Хотя нет, не так, вот скажем, он мог звучать интересно. Иногда он звучал просто отвратительно, а в некоторых играх показывал себя очень даже ничего. Ну, это вы, в принципе, и сами знаете. Кстати, уточню для всех новоприбывших, что сейчас речь идет не о внутриигровой биперной музыке, которая, как я уже сказал, практически не существует, а именно о музыке в заставках. Да, в заставках биперная музыка была, и временами она бывала очень даже ничего. Тогда, естественно, я и понятия не имел, что это, так сказать, однобитная музыка. Да, по сути, это было и не важно. Вот такие вот моменты, комрады, в 90-х меня наиболее всего удивляли при переходе с Денди на Спектрум. Это лично мой опыт, но мне реально интересно, как это было у вас. И совсем даже не обязательно брать только там Денди и Спектрум, а в принципе Денди и Sega, Amiga и ПК и так далее. В общем, с удовольствием почитаю в комментариях о том, какие же ощущения вы испытывали, что вас наиболее всего удивляло и обращало на себя внимание при переходе с какой-то одной платформы на другую. Покедова! Друзья, я очень благодарен всем вам за поддержку в это непростое время, и для меня в частности непростое вот такие вот перипетии с моим каналом в моей жизни происходят, поэтому ваша поддержка просто неоценима, и особое и отдельное спасибо я сегодня хочу сказать Андрею Угольнику, Unknown Filmmaker, конечно же каналу Пьяная Муха, ссылка в описании,
Герману Шутенко, Ті-Ему, Володимиру Мішину, Вар'яту, АДФу, Олександру Бережному, Олександру Ляшуку, Арту, Крейзі Енімалу, Сайберу, Юджину Труневу, Роба Паст, Сергею, Василию Селиванову, Снауту 81, Маше и Сереге, Джедаю, басисту Акселю, Лапулену, Алексу, Георгию, Алексею Ярышко, задонатил Виктору, Махиладу, Александру Ковальчуку, Живе Беларусь, Диме Сэму, Шишоиду и всем тем людям, чьи имена вы сейчас видите на своих экранах. Друзья, вы являетесь полноправными соавторами моего контента. Спасибо вам огромное, друзья. До новых встреч.